السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس جديد، واليوم نحن سنراجع. Сегодня мы будем повторять те слова, которые мы проходили в других уроках. Yani в уроках, которые также являются дополнением арабский легко. Это уроки читаем и переводим с арабского, а также смотрим, слушаем и разбираем. Итак, переходим к упражнению. Переводим. Он посмотрел на дерево. هو نظر إلى الشجرة. هو نظر إلى الشجرة. Дерево в парке. شجرة في الحديقة. Посмотри на платье. انظر إلى الفستان. Или же انظري إلى الفستان. Давайте вспомним, как же будет у нас космонавт. رائد الفضاء. رائد الفضاء – это у нас космонавт. А как же будет у нас шаттл или же ракета? مكوك الفضائي. مكوك الفضائي. حسنا. Давайте с вами возьмем нечто новое. Это глагол قاد يقود. قاد يقود. قاد يقود. Этот глагол переводится как вести. Например, кто-то ведет машину, да? Ракету, например. А также это может иметь значение как руководить. Это тоже глагол قاد يقود. Но мы сейчас рассмотрим его в значении как вести. Давайте рассмотрим такое предложение. هي تقود السيارة. هي تقود السيارة. حسنا. Она ведет машину. То же самое можно сказать, да, для настоящего времени, для أنا. أنا أقود. أنت تقود. هو يقود. Следующее предложение. Давайте переведем. رائد الفضاء يقود مكوكي فضائي. Здесь у нас макуки. Здесь стоит значение как мой шаттл. Вы можете перевести его как без буковки яй, словно ее здесь нету. А кто-то может перевести как мой. رائد الفضاء يقود макуки фадаи. Космонавт ведет мой шаттл, да? И если без буковки яй, получится просто шаттл. Давайте переведем это предложение. Я хочу путешествовать по миру, яни вокруг света. أريد أن أسافر. أريد أن أسافر حول العالم. Глагол تعلم. تعلم.
Та'алляма, давайте вспомним, как он переводится. Та'алляма яни изучать, да? Давайте попробуем в предложении. Я выучил арабский язык за 1 год. За 1 год. В данном случае, возможно, у кого-то появится вопрос, как же сказать так на арабском. На арабском будет звучать это предложение таким образом. Та'аллямту лугату аль-арабийята фи. Получается как бы в 1 год. Фи санатин вахида. تعلمت اللغة العربية في سنة واحدة. Отлично. نتعلم دائما من الأخطائنا. نتعلم. Теперь уже для местоимения нахну, мы. Получается, мы натаалляму. Этот глагол у нас стоит в каком времени? В настоящем или в прошлом? Отлично. В настоящем. Слово даиман переводится как постоянно, всегда. Тут у нас стоит подсказка, да? Часики. Даиман мин из ахтаина. Ахтаина. На, здесь это слитное местоимение, относится к нам, наше, да, значение. А что же такое ахта? В единственном числе это у нас хата. Хата – это есть ошибка. Ахта – это есть ошибки. Ошибки. Ахтаина. Ахта – это ошибки. Ахтаина – это наши ошибки. И получается, предложение переводится таким образом. Мы всегда учимся на своих ошибках. Хасанан, хороших вам уроков. На этом мы с вами закончили. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.